Сегодня у нас пасмурно в лесу, но тем не менее мы отправились за таким ценным и важным весенним дикоросом, который вы точно знаете. Называется он пастушья сумка. Вы точно видели его в своем огороде или на лугах и лесах. Одна из первых дикорастущих трав, которую можно и нужно кушать. Заодно познакомлю вас со своей компанией для сегодняшней сборки травы. Наталья серенькая, Игоречек рыженький, Валентин черненький, Марья Ивановна, которая на поводке, потому что она убегает. Марья Ивановна, здравствуйте. Вместе выбрались и погулять, и собрать травку. У нас большие поляны пастушьей сумки. Я сейчас покажу вам, как она растет. Вы смотрите, как растет пастушья сумка. Вот такие вот белые цветочки, молодые побеги. Много-много на полянках ее сейчас. Вот именно в этой стадии, когда у пастушьей сумки еще нет сердечек. Нирвана, подожди, ее нужно собирать. Что тебе нужно? Тебе нужна травка. Ее много. Собирай сама. Собирай сама. Все со мной. Пойдем в другое место. Вот смотрите. Пастушья сумка как раз в той стадии, когда ее нужно собирать. Я отщипываю растения там, где начинаются листья. Здесь уже начинается твердый стебелек. Поэтому ровно цветочек и вот такие вот семенные штучки, которые скоро превратятся в сердечки. Вы наверняка видели пастушью сумку в зрелом состоянии и знаете, о чем я говорю. Вот так вот собираем травку. Опять у меня пришел дегустатор. Вкусно? Очень вкусно. Держи. Тоже будешь, да? Все, собирайте сами, ну. Пастушью сумку также удобно собирать при помощи маленьких маникюрных ножниц, для того, чтобы не ломать каждый стебелечек, а аккуратно его срезать. У меня здесь целая полянка ценной зелени. Траву пастушьей сумки используют для приготовления салатов, добавляют в супы, а также в Китае это ценная промысловая зелень. Вот такие вот пучки пастушьей сумки сдают в бакалейные лавки, и они пользуются большим спросом. У пастушьей сумки вкус горчицы. Собственно, пастушья сумка, она из семейства горчичной. У нее нежный аромат, такой чесночный, травяной, немножко с такой горчинкой, с остротой. Очень нежный и приятный. В Китае, кстати, делают из нее пельмени. А вот в Корее пастушью сумку, специальный сорт корневой, выращивают вместо имбиря. Корень пастушьей сумки, а это однолетник, выкапывают по осени и используют в качестве замены имбиря для чая и приготовления различных блюд. Интересно, что в нашей стране пастушью сумку мало кто собирает и использует ее в пищу. А между тем, это ценный источник витамина С, ценный источник пищевых волокон, который очень доступен на любой весенней полянке, а также в огороде. Ведь пастушья сумка очень частый гость наших грядок и выпалывается часто как сорное растение. Я же срезаю на полянке аккуратненько верхушки и буду использовать их в качестве замены чеснока и базилика в соусе песто. Мы его еще называем дикий песто. Когда берется пастушья сумка, берутся орехи, это все перемалывается вместе с оливковым маслом, и получается очень насыщенный зеленый соус, который можно замораживать и хранить его всю зиму, либо съесть вместе с пастой или намазать на бутерброды. Очень вкусная травка, полезная, берите себе на заметку и обязательно используйте ее в пищу. Кстати, очень удобно брать с собой в лес резинки для волос и перевязывать ими пучки трав, для того, чтобы было удобнее их сушить, если вы собираете травы для засушивания, или же для того, чтобы просто удобнее донести, и в корзинке травки оставались пучком. Кстати, пастушью сумку лучше всего поставить в стакан с водой после того, как вы принесете ее домой, потому что зелень очень быстро вянет, а так она останется долго свежей и нежной. И использовать салат уже очень удобно. Из стаканчика достали, или стаканчик можно поставить в холодильник, и потом достаете свежую зелень хрустящую и используете ее для приготовления различных блюд. Эта собака никогда не успокоится. Да что ж такое-то, а? Нирвана, да сколько можно?